grotto, the grotto is around the corner. This one is closed. Я, конечно, ожидал такую толпу возле голубых гротов, но не думал, что такая толпа будет в этом храме. Why not champion? Hamron take the lead. No, so Hamron better? Because we lost a lot of games with this one. Мой любимый рамен. Доброе утро из Мальты. Пришло время знакомиться с мальтийской природой. Сейчас я подъехал к голубому гроту. Здесь есть возможность насладиться не только самим голубым гротом, но и другими прибрежными скалами, которые его окружают. Я последую дальше искать какие-то тропы. Рядом с голубым гротом есть прибрежный городок, поселение, которое называется Цюрих, только не швейцарский, а мальтийский. Возможно, он читается как-то иначе. Так, а вот, похоже, отсюда есть тропа в сторону Блу Грото. Здесь наверняка можно еще взять экскурсию на лодочке. Красотище! Здесь, я так понимаю, спуска нету, но отсюда очень прикольный обзор. Здесь маленькие гроты, в которые заплывают лодки. А здесь прям как будто бы под меня сделан такой трон. Можно присесть. О! И расслабиться на пару минут. Интересно, какая здесь высота? Теперь, я думаю, можно пройтись к тому месту, откуда отплывают лодки. Таких башен, я думаю, я увижу еще немало вдоль побережья. Что здесь интересно, так это вдали есть такой скалистый остров. Поначалу мне вообще показалось, что это какой-то корабль. Так, что мы здесь имеем? 10 евро для взрослого, 5 для детей. Private boat 80 евро.
главную программу я закончил, повидал Голубой Грот со всех его ракурсов, а теперь пришло время позавтракать. Так что, пожалуй, я пойду здесь в одном из местных ресторанов. Яйца Бенедикта с Соломоном, мне кажется, в самый раз после столь интересной утренней программы. И, конечно же, с утреца важно подкрепиться пинаколадой. Честно сказать, с завтраком я не прогадал. Мне было вкусно. Яичница то, что надо, с Соломоном. И пинаколада тоже подкрепила. А теперь я хочу посетить еще два мегалитических храма, которые находятся в 30 минутах ходьбы отсюда. По дороге к мегалитическим храмам я обнаружил для себя такой вот красивый обзор на ущелье, откуда видны также лодки, где я взял экскурсию в Голубой Грот. Комплексный билет стоил 10 евро в оба храма. Первый храм называется Хаджар Ким. Второй храм находится в 600 метрах ходьбы от этого храма. Этот храм является самым крупным из всех мегалитических храмов Мальты и относится к фазе мальтийской древней истории в период с 3600 по 3200 год до нашей эры. Я, конечно, ожидал такую толпу возле Голубых Гротов, но не думал, что такая толпа будет в этом храме. Ну что, будем переходить к следующему храму, который называется Мнайдра. Как по мне, этот как минимум не меньше первого. Сдалека он мне казался очень похожим. А вот сейчас, когда я подошел вплоть, то видно, что он значительно отличается. Назад я решил пойти не по той дороге, которая соединяет два храма, а есть тут дорожка в обход вдоль побережья. Отсюда открываются интересные пейзажи. Здесь вот мини-грот. Вышла у меня очень комичная ситуация. На игру я попаду с опозданием. Я приехал вначале не на тот стадион, я доверился источнику информации на приложении, через которое я проверяю обычно результаты. Полное дерьмо. В приложении было написано Empire Stadium в городе Гзира. Подъезжаю к этому Empire Stadium, а он весь поросший буряном. И рядом заправщик мне говорит: чувак, что ты сюда приехал? Этот стадион уже несколько лет не работает. Оказалось, что игра на стадионе Дакали. Мне вызвали такси, и вот я сейчас сюда приехал. С чемпионством Мальта уже определилась, им стал Хамрун. По сути, это матч за серебро. Гзира против Биркир-Кары. Поехали! 0-0, 25-я минута. Гзира, white? Гзира, white? Окей. Хозяева Гзира в белых футболках
гости Биркиркара в желтых футболках. Биркиркара занимает второе место и опережает Гзиру на 2 очка. Поэтому в случае победы Гзиры она выходит на второе место и тем самым, скорее всего, берет серебро. В случае же поражения рискует потерять даже 3-е место. Оказывается, я сижу на трибуне гостевой команды. Пока что музыканты и поддержка заряжают и производят впечатление больше, чем сам футбол. В общем, достаточно весело на трибуне с болельщиками Биркиркары. Музыканты задают тон и атмосферу этой игре. Пока Биркиркара не забила гол, я даже не понимал, что я нахожусь на трибуне болельщиков Биркиркары. Я 1,5 часа добирался автобусами с пересадками из Голубого Грота в Гзиру, чтобы так обломаться. В итоге я взял такси и добрался за 20 минут. Половина того расстояния, которое я преодолел через всю Мальту, если смотреть по ширине, на 2 автобусах за 1,5 часа. Мальтийских футболистов на поле меньшинство. У Гзиры в основе 5 игроков бразильцев и также другие легионеры. У Биркиркары тоже легионеры со всего мира, но у них полсостава мальтийцы. Есть аргентинец, есть бразилец, есть кто-то с Африки, есть итальянец. Кстати, итальянец забил гол, Коппола. По ту сторону трибуны болельщики Гзиры, и я так вижу, у них тоже есть музыканты. Аргентинец забил. Биркиркара second place. Second place, yes. Why not champion? So, Why not champion? Hamron take the lead. No, so Hamron better? Because we lost a lot of games with this much. So next year, Биркиркара champion? We'll see. Next year. Биркиркара празднует серебро. Кстати, 3-й гол забил швейцарец, который вышел на замену. Гзира забила мяч перед свистком, я проморгал, не зафиксировал. На последней секунде, в последней атаке Гзира все же сократила счет. Биркиркаре даже не дали развести с поля, сразу же свистнул судья. Так что игра закончилась 3-1 в пользу гостей. Несмотря на то, что была забита всего лишь одна сторона трибун, я получил колоссальное удовольствие, потому что музыканты и пение болельщиков задавали энергию. Атмосфера просто топовая. Я получил массу эмоций. Я даже и не предполагал, что игра на Мальте принесет мне
Столько удовольствия. Вплотную к стадиону находится Мальтийский авиационный музей. И если он работает, то я думаю, я сюда наведаюсь. Но пока что мне кажется, что как-то тут закрыто все со всех сторон. Так, все понятно. Музей работает с 9 до 5, но последний вход в 4. А сейчас 4:10. Да, не впустили меня. Вышла сейчас женщина с ресепшена, я пытался ее уломать. Она говорит, не, последний вход в 4, все, вали отсюда. Я говорю, ну, я до 5 как-то не. Ладно. Можно отсюда только подсмотреть частицы самолетов, которые находятся внутри ангара. Обнаружил я здесь национальный парк. Раз я уже здесь, то пройдусь по нему хотя бы минут 10, посмотрю, может найду что-нибудь интересное. Насыщенного дня самое время отведать мой любимый рамен. Что хорошо, так это то, что в этом рамене есть много мяса. Похоже, свининка. А что мне не хватает, так это остроты. Но в целом очень неплохо.